Здравствуйте! Рада снова вас приветствовать на своем канале. Сегодня я вас хочу немножко шокировать и рассказать, как сделать полы в доме самым дешевым способом. Когда я достраивала дом, он достраивался на материнский капитал, и в конце, когда все стены, все утеплено было, на внутреннюю отделку денег уже совсем не осталось. Это мансардное помещение, здесь спальня у моих мальчиков, и здесь очень большая площадь, 54 квадратных метра. Любое напольное покрытие стоит дорого, ламинат, линолеум, все это на такую площадь будет выходить больше 20 тысяч, ковровое покрытие еще дороже стоит, и на тот момент у меня таких денег не оставалось, а заехать уже хотелось как можно скорее. Вот. И я начала думать и искать в интернете, как же можно сделать полы самым дешевым способом. На просторах интернета нашла, один мужчина делился своей придумкой и своими результатами. Сейчас я хочу рассказать, я попробовала по его способу, расскажу, на что надо обратить внимание, потому что второй раз я бы делала уже, естественно, используя опыт своих же ошибок, чтобы вы знали, что есть такой способ дешевый. Сейчас этим полам вот уже 3 года. На следующий год очень надеюсь, что тут будет новое напольное покрытие какое-нибудь у мальчиков. Итак, в чем же способ? Искала я со словами наливные полы. Наливные полы, их обычно делают из цемента, сверху покрывают лаком. Вот, мужчина показывал свой оригинальный способ. Тут напольное покрытие ДВП. Покупаются самые дешевые бумажные обои. Я покупала бежевые с рисунком, вот, но не угадала сверху лаком, поэтому у меня получились темные полы, но тоже, кстати, очень хорошо. Итак, покупаются любые обои, самые дешевые. Главное, чтобы они были на бумажной основе, чтобы они были бумажные. Клеится обычным клеем для бумажных обоев на ДВП. Самое главное, на что надо обратить внимание, это чтобы все саморезы были утоплены. Я этого не сделала и поклеила поверх саморезов. И сейчас вот здесь видно, где саморезы, шляпка саморезов, тут протерлась. Клеится обоем. И самое главное, чтобы они клеились стык в стык. И надо обязательно, чтобы по краю обоев они были плотно, аккуратно проклеены. Потому что если образуется пузырь потом, то особенно когда 3 активных детей, обязательно за этот пузырь кто-нибудь чем-нибудь заденет и обои порвутся. Клеятся обои стык в стык на всю площадь. Я клеила сама и поклеила их за 1 день, 54 квадратных метров. Дальше на следующий день я купила напольный лак для полов. Вот, хотела выбрать с оттенком, но получилось, что он закрыл все обои и полы получились темного цвета. Но в принципе для этой комнаты даже получилось хорошо. Покупается лак напольный и покрывается в 3 слоя. Первым слой покрыли, дать сутки высохнуть, потом на 2-й день покрыть 2-м слоем, дать сутки высохнуть и 3-й раз покрыть 3-м слоем. И сейчас посмотрите, полы гладкие, ровные, я их мою как обычный пол, они ничего не боятся. Единственное, вот протерлась, где шляпки у саморезов, поэтому надо обязательно все утопить, чтобы ничего не торчало, чтобы основание было ровным. Вот такой способ, самый дешевый. Лак стоит недорого, я покупала сразу 9 литров лака на этот пол и несколько рулонов обоев самых-самых дешевых. В общем, мне эти полы обошлись в районе 3000 вместе с лаком. Пробуйте, буду рада, если мой опыт окажется для вас полезным. Возможности у всех разные бывают, и
условия у всех разные, и бывает, что вот такое вот решение очень даже может пригодиться и быть вовремя. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте, спрашивайте вопросы, отвечу, ставьте лайки. До встречи, до свидания.